несчастьем отношений, взаимоотношений, когда сложно становится жить с близким человеком. Когда мы живем с близким человеком, но деградируют наши отношения, наступает обыденность, скука, бессмыслица, кто-то начинает пить вдруг, дурные какие-то качества, привычки проявляются, не меняются, и снова повторяются, и снова те же самые повторяются. То есть человек не способен как-то развиваться рядом с вами, вы тоже не способны изменить ситуацию. Что делать? Как же спасти свою жизнь? Тем более женщине, которая по природе сильно зависит от семейных отношений. В 9 раз сильнее, чем мужчина. Зависима женщина. Поэтому женщины, многие попадают в такую ловушку. Муж никакой становится. Пьющий, неинтересный, падающий человек рядом. Который уже не может не защитить брак этот, ни новизны какой-то принести в жизнь, ни интереса, ни заботы. Ничего уже от него нельзя ждать. Он просто пьет, замкнулся в себе, любви не чувствует. Все. Как бы жизнь на этом кончается у женщины. Потому что женщина живет только любовью, пока есть любовь. Это психология мужчины и женщины. Мужчина может жить на исполнении долга. Если даже нет любви, может вдохновляться исполнением долга. Женщина, у нее понятие долга и любви в одном. Есть любовь, есть долг. Нет любви, нет долга. Здесь написано, что даже начинает уже болеть сама эта женщина. Да, именно так. Начинает болеть, нет любви, не нужна никому, нет заботы. Она быстро стареет, теряет красоту, болеет. Это природа женщины. В Ведах описывается, что женщина должна быть под заботой любви на всех этапах ее жизни. В детстве девочка должна получать любовь от отца. Необычную любовь. Знаете, что говорится? Отец должен ей говорить, что она самая лучшая в мире. Вот она должна получать такую любовь от него. А в молодости муж это говорит ей. А в старости дети, выросшие, говорят ей. Всегда она должна слышать слова любви. И чтобы она чувствовала эту любовь в семейной жизни, обязанность есть у мужчины раз в месяц дарить ей подарки. Не реже, чаще можно. Но слишком часто не надо, потому что вы сказку о золотой рыбке читали. Начиная с разбитого корыта, потом она вам на шею сядет, конечно же. Да? Это тоже женщина. Поэтому раз в месяц нормально. Внимание уделяйте лично ей, словами, подарками. Потому что женщина подобна ребенку. Подарки есть, значит, любят. Подарков нет, значит, не любят. Все очень просто для нее. Поэтому вы должны свои слова подтверждать чего-то таким, чтобы она чувствовала. Так устроена семейная жизнь. Таковы обязанности. И если будет между вами любовный обмен в форме заботы, вы не деградируете как брак. В исламе даже говорят, любовь не нужна в браке. Это вторичная вещь. А первичная вещь – забота. Муж заботится о жене, жена о муже. Вот что нужно. А любовь проявится через заботу и служение. Не так, что просто чувство возбуждения, вот эта любовь. Это еще не та любовь. Она придет и уйдет. Привычка будет. Медовый месяц кончится. А чем же поддерживается? Служением, взаимным заботой. Материнской заботой, сестринской заботой. Как жена, она много ролей знает женщина. Она должна держать этот брак, вдохновлять мужчину. Но мужчина, в свою очередь, не должен просто зависеть от женщины, от ее вдохновения. Он должен знать цель и смысл жизни. Пьет? Почему пьет? А он понятия не имеет, зачем он живет, этот человек. Вот в чем главная причина. Если бы он знал, зачем он живет, он бы никогда бы не пил. Никогда бы в этом нет необходимости. Но большинство из нас сегодня понятия не имеют, что это за жизнь, зачем мы тут живем вообще. Бессмыслица, а для мужчины бессмыслица хуже смерти. Женщине дай ребенка, у нее уже есть смысл. У мужчины недостаточно этого. Нет, у него другой разум, другой склад природы. Он предназначен для каких-то вещей недостижимых, за пределами его семьи еще, дальше. И вот тут женщина должна вдохновлять его вот именно туда, не сюда вот перед собой, а туда. Тогда он ценит эти отношения. Тогда он хранит благодарность, уважение и любовь и ценность к этой женщине.
То есть это отдельно уже лекция о отношении мужчины и женщины. Сегодня мы о других вещах говорили. Я вкратце упомянул эти вещи. Что делать? Ну, начните с себя, начните свое духовное развитие, пожалуйста. Вы должны не только от мужей зависеть, дорогие женщины, а от Бога тоже. Главным образом. От Бога нужно зависеть в первую очередь. Потом вы поймете, как быть с мужем. Потому что высший муж, верховный, он всему научит. Это высший разум. Каждый человек должен иметь такую связь в сердце. Не думайте, что для святых, для каких-то пророков, что-то несбыточное. К этому предназначен каждый человек, мужчина или женщина, неважно. И говорится даже, что Бог любит женщин больше, чем мужчин. Потому что он мужчина. Естественно, он привлекается женщиной. Женщина не очень понимает философию, но сердцем понимает больше, чем мужчина. Если где-то есть любовь к Богу, первые об этом узнают женщины, не мужчины. Даже объяснить не смогут, но уже почувствуют. Особенно целомудренные женщины. Такие женщины на вес золота, понимаете? Так вот, это отдельная уже школа, как же все-таки получить такое образование, подготовку к семейной жизни. Иначе видите, что происходит. Печальная картина. Извиняюсь, тут целое письмо, такое печальное письмо. Не так-то просто на этот вопрос так публично ответить и помочь. Да? Это работа нужна еще. Ведь тут жизнь людей. Трагически может закончиться. Бессмысленно.